Тотальное уничтожение, ликвидация главарей режима достигла немыслимых масштабов. Высадка десанта. Франция провела свою спецоперацию. Жесткое обращение к НАТО, разлад в рядах союзников. Кто собрался на выход? Катастрофа для армии Путина. В ВСУ похвалились трофеями. Уничтожена ценнейшая техника агрессора. Украина закрывает небо. Неожиданное заявление Зеленского. Война на Ближнем Востоке поможет заключить сделку с США? Диктатора впервые поймали на нечестной игре. Вашингтон сделал предупреждение. У одних есть нефть, у других золото, а у этой страны есть поп-группа, концерт, который заметят во всем мире. Об этих и других событиях к утру субботы 21 марта. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Настоящий генералоцид. Армии Израиля и США уничтожают высших офицеров иранского режима в невиданных масштабах. За одни сутки стало известно о ликвидации 4. По сообщениям СМИ, уничтожен в результате авиаударов командующий воздушно-космическими силами корпуса стражей Исламской революции Мехди Курейши. Также погиб бригадный генерал Кавус Дехруди, командир сил специального назначения в провинции Фарс, досрочно, навечно демобилизирован и глава разведки Басидж Исмаил Ахмади. Иранское агентство Тасним подтвердило, что этот генерал погиб вместе с 3 сотрудниками в результате авиаудара. О гибели иранского Коношенкова, пресс-секретаря КСИР генерала Али Мохаммада Наини мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Их лидеры уничтожены, следующие лидеры уничтожены, и следующие лидеры в основном уничтожены. И теперь никто больше не хочет быть лидером там. Нам тяжело. Мы хотим с ними поговорить, но говорить ни с кем. И знаете что? Нам это нравится. Иран отвечает ударами по гражданским объектам. Режим повторно атаковал НПЗ в Кувейте. Удар по нефтеперерабатывающему заводу Мина Аль-Ахмади был нанесен беспилотниками, в результате чего на территории завода начался пожар. Жертв и пострадавших нет. В целях безопасности были остановлены некоторые объекты НПЗ. Это уже 2-й удар по этому заводу за последние дни. 19 марта на предприятии также возник пожар в результате иранской атаки. Тогда же иранские БПЛА атаковали еще один кувейтский НПЗ Мина Абдалла. Пожары на обоих заводах были ликвидированы в течение того же дня. США и Израиль выбивают не только генералов. Мощнейший удар нанесен по иранским портам Бендер-Ленге и Бендер-Керук вблизи Ормузского пролива. Иранские источники сообщают, что в результате была повреждена портовая инфраструктура и имущество в прилегающем районе. Но главное, пострадало большое количество кораблей. Речь может идти даже о 16 судах. Кроме того, США нанесли удар по комплексу подземных тоннелей на острове Кешм, который используется для хранения катеров, ракет и беспилотников. Тем временем Париж осуществил высадку десанта, но далеко от Ближнего Востока. Французский спецназ захватил танкер Теневого флота России в западной части Средиземного моря. Речь идет о судне «Дейна», которое следовало из российского порта в Мурманске под флагом Мозамбика. Французские военные заподозрили, что судно использует чужой флаг незаконно. Мы продолжаем следовать намеченному курсу. Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, подвергающейся нападению со стороны России. Эти суда, которые обходят международные санкции, нарушают морское право, наживаются на войне и финансируют военные действия России. Мы этого не допустим. Операция была проведена совместно с Великобританией. Французские власти утверждают, что Дейна является частью сети судов, которые регулярно меняют флаги, маршруты и регистрацию, чтобы скрыть происхождение нефти и обойти санкции.
Настоящая военная удача. Силы обороны Украины сбили российский вертолет К-52 и сделали это с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Российская вертушка упала в районе населенного пункта Надиевка в Донецкой области, а прервали ее полет дроноводы 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. К-52, известный как «Аллигатор», является одним из самых дорогих и современных ударных вертолетов России стоимостью от 17 до 20 миллионов долларов. Это третий случай уничтожения такой боевой машины украинскими дронами. Но К-52 оказался не самым крутым трофеем украинских защитников. Генштаб ВСУ поделился результатом недавнего удара по 123-му авиаремонтному заводу в Старой Руссе Новгородской области. По уточненным данным, пострадало не только здание предприятия, но и ценная техника внутри. А это глаз российской армии. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По данным Генштаба ВСУ, ценнейшая боевая машина была на обслуживании, вероятно, ждала модернизации. А-50 это не просто самолет, это летающий радар, который координирует авиацию и отслеживает цели на сотни километров. Таких машин у России единицы. Потеря даже одного — серьезный удар по возможностям управления войсками. Дональд Трамп разбушевался. Президент США обрушился с критикой на союзников по Североатлантическому альянсу. Он опубликовал жесткий пост в своей соцсети True Social. Без США НАТО — это бумажный тигр. Они не захотели присоединиться к борьбе за предотвращение появления Ирана, обладающего ядерным оружием. Теперь, когда эта борьба выиграна с военной точки зрения, причем практически без какой-либо опасности для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива, простого военного маневра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Трусы, мы это запомним. На фоне критики из Вашингтона Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Япония и Канада выступили с заявлением о готовности участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив, но только после окончания боевых действий. Украинские спецы по борьбе с дронами уже вовсю работают в странах Ближнего Востока. Об этом сообщил Рустем Умеров в своем телеграм-канале после рапорта Владимиру Зеленскому. По словам секретаря СНБО, украинские команды уже работают в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и Иордании. Там они помогают защищать небо и перехватывать иранские беспилотники. В странах залива уже развернуты подразделения перехвата для защиты критических объектов. Сейчас Киев работает над расширением зон прикрытия. Фактически Украина превращает свой боевой опыт в экспорт безопасности, и это уже выходит далеко за пределы фронта. Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами приоткрыл еще больше деталей. По его словам, в странах Персидского залива находится 228 украинских специалистов, которые помогают местным силам противовоздушной обороны. Президент добавил, что Киев готовит к подписанию дронового соглашения и с США. Оно предусматривает продажу американцам разных типов БПЛА, обмен технологиями и опытом. В результате 250 шарлатанов освободилось. Пока Лукашенко улыбался посланнику Трампа и соглашался отпустить 250 политзаключенных, его силовики хватали новых. Теперь режим взялся за христиан. Как сообщает Центр «Весна», на днях задержана целая группа священников и верующих. Среди тех, кто попал в лапы режима, ксенз Анатолий Порохневич. Ранее задержаны еще 6 человек, 2 пресвитеров евангельских церквей и 4 прихожан. По данным правозащитников, после допросов отпустили только 2 из них. Но руки силовиков дотянулись не только до белорусов. Правозащитники также сообщают о задержании 5 украинских беженцев, которым помогали местные церкви. В эти игры Лукашенко играет десятилетиями, но в этот раз у Трампа это заметили. Я считаю, что это первый раз, когда я поднял вопрос о новых арестах по мере освобождения людей. То есть мы освобождаем 10 человек, а они арестовывают еще 10. Я надеюсь, нам удалось донести до него, что это недопустимо. Как думаете, до Лукашенко эти слова посланника Дональда Трампа дошли?
Похороны патриарха Филарета пройдут в воскресенье. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата в миру Михаил Денисенко скончался на 98-м году жизни после длительной болезни. Уроженец Донецка, в 90-м году он чуть не стал во главе Московского патриархата, но тогда его обошел Алексий. И всего через пару лет в РПЦ украинского священнослужителя уже называли раскольником, а потом и вовсе объявили ему анафему. Филарет поддерживал Евромайдан, а Путина после аннексии Крыма сравнивал с Гитлером. В Мексике продолжается настоящая война с наркомафией. Военные нанесли сокрушительный удар по силовому крылу картеля Синалоа. Военно-морские силы ликвидировали 11 боевиков, а также изъяли арсенал огнестрельного оружия и современное снаряжение. Неожиданностью стало присутствие дочери самого наркобарона Эль Майо Замбады в эпицентре боя. Однако, не имея доказательств ее участия в преступной деятельности, командование ВМС решило передать ее семье. Одного влиятельного члена картеля удалось задержать живым, и он сейчас дает показания. Этот разгром произошел в критический момент, когда Мексика готовится к проведению чемпионата мира по футболу. Картели угрожают безопасности миллионов туристов. Герой боевиков и мемов в США умер легендарный актер Чак Норрис. Он скончался на Гавайях в возрасте 86 лет. По словам родных, его смерть стала для них неожиданной. Накануне Норрис чувствовал себя нормально, тренировался и общался с окружающими. Однако его срочно госпитализировали, и уже на следующий день он скончался. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, говорится в сообщении семьи. В Сеуле отсчитывают последние часы до концерта группы BTS. И это не только большое событие из ряда новостей культуры. Ожидается, что шоу окажет сильный экономический эффект на всю страну. Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль сообщил, что страна в целом может заработать на мероприятии около $1 миллиарда. Это сравнимо с экономическим эффектом от концертов Тейлор Свифт. Группа BTS ушла на почти 4-летний перерыв в 2022 году из-за обязательной военной службы, но ее возвращение обещает стать крупнейшим музыкальным событием года. Ожидается, что концерт в Сеуле сегодня посетят более 260 тысяч человек. По оценкам представителей туриндустрии, ради концерта в страну едет до 200 тысяч иностранцев. Какого успеха добились ПВО иранского режима? Кому еще собрался объявить войну Владимир Путин? Где в России рабочие вступили в схватку с силовиками? Как США поставили Кремль на место? И какой шуткой всех ошарашил Дональд Трамп? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.